I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о планарных наушниках от компании Keyfine. И, наверное, у многих из вас возникает вопрос, что это за новый бренд? И если кратко, то это новая компания, тесно связана с Sivga. И это их первая новинка, которая получила название Clanar. И приходят они в довольно небольшой по своим размерам коробке с изображением самих наушников на лицевой части, названием бренда и названием модели. И имейте в виду, что у вас будет возможность выбора комплектного кабеля, то есть балансный 4,4 и 3,5 мм джек в моем случае, о чем свидетельствует эта зеленая метка вот здесь. И давайте посмотрим технические характеристики этих наушников. За звук здесь отвечает 14,5 мм планарный драйвер, и чувствительность наушников составляет 105 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. И по требованиям к источнику они находятся примерно на уровне Tanzu Dzie Tianwu или Shure RS12. Если у кого-то из вас были эти планарные модели, я думаю, вы уже примерно имеете представление, какой источник будет нужен для этих наушников. А теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первым делом здесь нас встречают наушники, которые очень так надежно здесь зафиксированы. И выглядят они довольно хорошо и имеют черный цвет и полностью изготовлены из алюминиевого сплава. Поэтому они очень легкие, имеют довольно такие аккуратные грани. А на лицевой части здесь имеется название бренда Keyfine. И, конечно, по стандарту у них здесь установлен разъем 2 пин для подключения кабеля к наушникам. Он, кстати, идет ровно вровень с корпусом. А на внутренней части наушника здесь имеется маркировка правого и левого наушника и два акустических отверстия, расположенных вот здесь. Ну а сопла у них довольно вытянутая и имеет вот такую вставку с необычным довольно узором. С посадкой и эргономикой у наушников вообще все отлично, прилегают к уху они довольно плотно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Ну а в этом миниатюрном чехле серого цвета на замке с надписью Keyfine находится по праву отличный 4-жильный медный кабель, который выглядит вот так. Он получил коннекторы 2 пин для подключения уже к самим наушникам. У них также имеется маркировка правого и левого вот здесь. И коннектор 3,5 мм джек с надписью Keyfine для подключения уже к плееру или усилителю. Кабель, на мой взгляд, реально хороший. Лично я бы его вообще не менял. Он не путается, довольно гибкий и с удобством проблем никаких нет. Ну и, конечно, друзья, куда же без амбушюр, которые находятся вот в этом пакетике. Это довольно-таки стандартные серые насадки, которые выглядят вот так. Да, это, конечно, не Divinius и другие амбушюры, которые вы можете купить за достаточно такую весомую стоимость. Это стандартные насадки. В целом, можно использовать наушники с ними вообще без проблем. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников. И рассмотрим их графика ЧХ. Использовал при их прослушивании я, как обычно, мой ЦАП Topping G5. И вот так выглядит графика ЧХ этих наушников. И вы можете даже увидеть здесь мой таргет, который я сделал буквально на днях. И на удивление наушники довольно близки к нему. Но на деле это очень такая сильная вышка по звучанию с чуть более утопленной серединкой, за счет чего вокал не играет близко к нам, как во многих наушниках, а немного отдален. И начнем, как обычно, с разбора низких частот. Бас в этих наушниках имеет характерный планарный почерк и ощущается как очень текстурный и хорошо контролируемый. И стоит сказать, что низкие частоты заметно так сосредоточены на энергии и глубине саббаса, в дополнении с небольшим усилением мидбаса, с хорошим таким весом и массой, и ощущается это как такой энергичный и очень плотный на атаку удар. А с текстурной проработкой и передачей различных гармоник на низких частотах здесь все в полном порядке.
Эффекты дисторшена у гитар очень разборчивые и четкие, и от планарного излучателя именно это я и ждал получить. Ну а средний диапазон звучит довольно приятно, и я бы охарактеризовал его как чистый и прозрачный, с правильно сформированным в пространстве, хоть и чутка отодвинутым от нас вокалом и действительно хорошим количеством воздуха для лучшего разделения вокала от инструментов, за счет чего эта область не звучит как-то глухо и темно и не подается нам как-то скомканно, а наоборот же все очень точно и раздельно передается. Да и мне понравилось, что вокал не ощущается расслабленным и размытым, наоборот же он довольно хорошо сфокусирован и достаточно имеет такое широкое пространство и звучит насыщенно и детализированно. Ну и также радует, что наушники не сливают звук в кашу, в одно целое, даже в перегруженных и тяжелых треках, и планар здесь явно дает о себе знать с выигрышной стороны. А верхняя середина в этих наушниках совсем слегка подчеркнута и подается довольно аккуратно, и женский вокал остается довольно сдержанным и не становится кричащим. В нем есть и хорошее насыщение, и отличная передача тембров голоса. Ну а высокие частоты в Keyfine Clanar ощущаются более гладкими, менее теплыми, чем средний диапазон, и правильно сдержанными. Они не уходят в какую-то излишнюю яркость и резкость с металлическим окрасом у тарелок, как можно встретить было в других планарных наушниках. Мне нравится, что они сохранили техничность и сделали именно такой правильный, выдержанный уклон в технику, нежели в сглаженную теплую музыкальность. И они стараются в первую очередь завлечь вас своим разрешением и проработкой послезвучия и различных хвостов от ревербераций, которые здесь, кстати, очень продолжительны за счет того, что верха здесь прямо копают хорошенько так до талого. Мне также понравилось, что они лишены сибилянтов и резких пиков, и при этом извлекают достаточно хорошее количество деталей, имеют отличную аналитику, за счет чего, конечно, наушники немного критичны к записям, но в целом воспроизводят они все без проблем. Например, на Shure S12 я не мог все слушать, так как область высоких частот хорошенько так давала о себе знать. Там из-за этого некоторые жанры сразу отпадали. Ну а звуковая сцена в этих наушниках меня вообще удивила. То есть во всех других планарах такой глубины и ширины я действительно не встречал. С первого прослушивания я заметил, что звуковое поле здесь прямо так напомнило мои открытые полноразмерные наушники Harmonic Dyne Zeus Elite, где все выходит буквально за рамки вашей головы. И это звучит намного интереснее и эффектнее, тем самым хорошо погружая вас в музыку. Атмосфера создается реально вокруг вас, а не внутри вас. Ну а вывод по данной модели наушников, друзья, у меня получился таков. Keyfine Clanar получились по праву отличными планарными наушниками с детальным и техничным звучанием, с отличным атакующим и текстурным басом и без лишних резких акцентов на высоких частотах. Ну а хороший уклон в аналитику с достоверной и подробной передачей среднего диапазона делает их очень выигрышными в этой ценовой категории. Для тех, кто хочет попробовать именно планарные наушники, как по мне, они отлично подойдут для первого знакомства. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!